предыдущий выпуск о футболистах, отказавшихся выступать за сборную Армении, где я рассказывал о Диего Росси Марашляне и Хоакине Богосяне, многим понравился. По крайней мере, было много лайков и комментариев в поддержку. Поэтому я решил продолжить эту рубрику и сегодня расскажу вам о судьбе других футболистов из этого списка. Ну а вы подпишитесь на меня, ставьте лайки и приступайте к просмотру. Арсен Захарян, 20-летний футболист испанского Реал Сосьедада и сборной России, восходящая звезда футбола с потенциалом когда-нибудь достичь высот Генриха Мхитаряна, поклонником таланта которого он является. Родители Арсена, Нурари и Кристина Захаряны, выходцы из Мартакерта, что находится в Арцахии. Во время Первой Карабахской войны им пришлось уехать оттуда вместе с трехлетним сыном Давидом, старшим братом Арсена. Молодая семья решила обосноваться в Самаре, куда их позвал дядя Нураря. Он же им помогал в адаптации на новом месте. Глава семейства Нурарь, окончивший строительный институт в Ереване, работал строителем в Самаре и все силы отдавал на то, чтобы у его детей была более легкая жизнь, чем у него. Арсен и его младший брат Артур родились уже в России, причем все трое имеют непосредственное отношение к футболу. Старший, Давид, первым начал увлекаться футболом, куда его повела бабушка Нелли. Она во всем поддерживала своих внуков и первой всерьез поверила в талант юного Арсена. Давид Захарян дошел до взрослой команды Крыльев Советов. Не сумев там закрепиться, он перешел в ереванский Арарат. Однако больших успехов там не добился, по его собственному признанию отвлекался много на нефутбольные вещи. Поэтому сейчас оберегает Арсена и призывает его оставаться профессионалом. Младший брат Артур, которому уже 10 лет, тоже занимается футболом в Академии Московского Динамо. Арсен Захарян начал свой футбольный путь с детской юношеской команды Крыльев Советов, откуда затем перешел в знаменитую академию Юрия Коноплева. В составе этой академии Арсен в 2017 году принял участие в юношеском чемпионате России, где он своей успешной игрой заинтересовал почти все ведущие клубы России. Наиболее настойчивым оказалась Московская Динамо, куда футболист в итоге и перешел. Именно в московском клубе об Арсене узнали во всем мире. Уже в 17 лет он считался одним из самых одаренных футболистов планеты, а британская газета The Guardian в 2020 году включила футболиста в список 60 лучших футболистов мира до 17 лет. В дебютном сезоне за «Динамо» Арсен забил 3 гола и отдал 5 голевых передач в 13 матчах. А в следующем сезоне и вовсе стал лидером своего клуба, в 29 матчах забив 7 голов и сделав 8 ассистов. На тот момент футболистом уже активно интересовалась Федерация футбола Армении и дважды приглашала выступать за основную сборную Армении. Но оба раза получил отказ. Отец футболиста в интервью Нобелю Арыстамяну рассказал, что никак не вмешивался в выбор своего сына, оставив ему самому принять решение, за какую страну выступать на международной арене. Вот как объясняет свое решение сам Арсен. У меня было 2 предложения от главной сборной Армении, но я поехал на молодежный чемпионат Европы, а потом почти сразу был вызван в главную сборную России, поэтому даже и думать времени не было. Я очень горд быть в сборной России, это мечта. Захарян действительно в марте 2021 года был вызван в сборную России на молодежный чемпионат Европы 2020, где он отметился одним забитым голом в матче с Исландией. Спустя несколько месяцев он уже был включен в расширенный список футболистов сборной России на Евро 2020, однако в итоге не попал в окончательный список по причине бактериальной ангины. На тот момент Арсен еще технически мог поменять спортивное гражданство. Однако уже 1 сентября 2021 года футболист дебютировал в официальной игре за Россию против Хорватии. Матч закончился 0-0 ничьей. Всего на счету Захаряна на данный момент 7 матчей за основную сборную и 0 голов. В сезоне 22-23 футболист продолжал быть одним из ведущих футболистов «Динамо», забив 4 гола и отдав 9 голевых передач в 27 матчах. Благодаря такой яркой игре Захарян в 2022 году вошел в список 10 самых дорогих футболистов планеты, не старше 18 лет по версии Transfermarkt. Его стоимость была 12 миллионов евро. Однако в 2022 году российский футбол попал под санкции. Российские клубы были исключены из соревнований под эгидой УЕФА, а сборная России исключена из официальных соревнований под эгидой ФИФА. По сути, это ставило крест на развитии российских футболистов, ведь даже переход в другой чемпионат теперь стало проблематично из-за наложения санкций в банковской сфере. Именно по этой причине летом 2022 года лондонский Челси не смог перевести 15 миллионов евро на счет «Динамо» для приобретения Захаряна. После этого в игре полузащитника начался спад, который отразился на в целом блеклой игре всего «Динамо».
Но в августе 2023 года стало известно, что Захарян все-таки перейдет в топ-чемпионат. Футболиста выкупил испанский Реал Сосьедад за 13 миллионов евро. В новом клубе футболист пока не закрепился в основном составе и больше выходит на замены. На его счету 1 голевая передача в 18 матчах во всех турнирах. На данный момент Арсену Захаряну всего 20 лет. Он оценивается в 15 миллионов евро, выступает в топ-чемпионате за один из ведущих клубов Испании, и у него, при должном трудолюбии, вполне может получиться такая же успешная карьера, как у Генриха Мхитаряна. Именно Генриха Арсен считает своим кумиром в футболе. В одном из интервью Нобелю Рустамяну Мхитарян по телефонной связи пожелал удачи юному Арсену, посоветовав как можно больше работать над собой и никогда не останавливаться на своем развитии. Между делом заметив, что сожалеет о выборе Арсена не в пользу национальной сборной Армении. Ты сильно расстроился, что Захарян в итоге не в сборной Армении, а в сборной России? Ну, если честно, да. Я очень рад, что он в таком возрасте уже как бы люди в него верят. Но, с другой стороны, конечно же, не обидно, что он не будет играть за сборную Армению, но что поделать. Армянская футбольная общественность очень негативно восприняла факт решения Захаряна в пользу России, вывалив на молодого футболиста большой поток негатива в соцсетях. Однако многие забывают, что Захарян удостоился вызова в сборную России еще в 2021 году, когда не было никаких санкций в отношении российского футбола. Можно уверенно утверждать, что если бы тот же Тикнезян, которого так горячо любят сейчас армянские болельщики, получил тогда вызов, он бы тоже выбрал Россию. И даже вице-капитан сборной Армении Эдуард Спиртян тоже в свое время выбрал Армению, так как был обделен вниманием даже молодежной сборной России. Если учесть, что Арсен родился и получил футбольное образование в России, до 2023 года ни разу не был в Армении, обязан всеми своими достижениями именно России, а не Армении, да еще и на момент выбора между сборными Армении и России последняя выглядела более заманчивым вариантом, обвинять футболиста в предательстве Армении выглядит как минимум глупостью, а в сущности невежеством. На мой взгляд, единственная возможность, при которой Арсен мог выбрать Армению, это если бы его родители приняли бы участие в его решении и склонили бы в сторону Армении. Однако, как я уже сказал, отец футболиста признался, что они дали решить Арсену все самостоятельно. Многие армянские болельщики призывают, если не хейтить, то хотя бы игнорировать все новости о нем. Дескать, раз уж он выбрал не Армению, то ничем для нас не отличается от условного Александра Головина. Но мое личное мнение, мы маленький народ с небольшим уровнем успеха относительно больших стран. Причем это касается как футбола, так и других аспектов жизни. У нас есть всего один по-настоящему великий футболист Генрих Мхитарян, которого, кстати, некоторые уникумы тоже умудряются хейтить. Есть еще несколько талантливых футболистов уровня Спиртяна, и, пожалуй, на этом все. Мы не бразильцы, у которых даже потеря таланта уровня Диего Косты или Маркуса Сенны обходится незаметно. В нашем ДНК сидит стремление гордиться всем армянским. Называть Давида Налбандяна и Андрея Агаси своими, хотя они никогда не выступали в теннисе под армянским флагом. Мы даже умудряемся Стива Джобса назвать армянином, потому что его в свое время установила армянская семья. Так почему же мы должны игнорировать футбольные успехи одного из сыновей армянского народа? Пусть даже он выступает под чужим флагом. Пишите в комментариях о своем отношении к этой теме. А я желаю 20-летнему Арсену Захаряну покорить самые большие высоты в футболе. Еще один герой сегодняшнего выпуска – это соотечественник Захаряна, футболист «Зенита» Александр Коваленко. Саша родился в 2003 году в Москве. Его мама армянка, а папа наполовину армянин, наполовину украинец. Свои первые футбольные шаги он делал в академиях московских «Спартака» и «Динамо». Однако, не сумев там себя зарекомендовать, он перешел в Чертаново, где выдал успешный сезон за молодежную и основную команду этого клуба. После чего в феврале 2022 года был подписан самарским «Играле Советов». Не имея за спиной хоть какого-либо опыта на высоком уровне, 18-летний Коваленко сходу стал основным футболистом в самарском клубе. В игре юного таланта удивляло два аспекта. Во-первых, он не по годам зрело действовал на поле, умело находил позицию и давал темп всей командной игре. Во-вторых, несмотря на отсутствие опыта, он показывал удивительный универсализм. Когда надо, мог выполнять функцию оборонительного полузащитника. Когда надо, он действовал чуть ли не в позиции десятки, дирижируя в атаке. Причем навыки для всего этого у него действительно есть. Александр достаточно выносливый и цепкий для оборонительной игры. И достаточно техничный и быстрый для атакующих действий. Неудивительно, что еще не завершив сезон, он был тут же куплен командой Сочи за 800 тысяч евро и отдан обратно в аренду.
Сезон в «Крыльях» Александр завершил в статусе одного из самых многообещающих футболистов российского чемпионата. И уже в сентябре 2022 года дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии. Таким образом, путь из юношеской лиги Москвы до основной сборной России занял у Коваленко всего чуть больше года. Проведя на правах аренды еще один уверенный сезон в «Крыльях Советов», Коваленко, несмотря на слухи о возможном переходе в европейский чемпионат, летом 2023 года перешел в «Зенит» за 2 миллиона евро. В питерском клубе 20-летний футболист пока не выдерживает конкуренцию с более сильными футболистами и изредка выходит на замены, отметившись одним голом в Кубке России. Поскольку карьерный взлет Коваленко был очень стремительным, разговоры о его вызове в сборную Армении начались приблизительно тогда же, когда о нем заговорили как о кандидате в сборную России. Здесь следует сказать о его армянских корнях. Несмотря на неармянское имя и фамилию, Саша имеет непосредственное отношение к Армении. Его дед, Александр Коваленко-старший, является легендой ереванского Арарата, той самой, что завоевала Кубок и чемпионство СССР в 1973 году. Как уже было сказано, мама футболиста армянка, а папа наполовину армянин. Известно, что в 1922 году Федерация футбола Армении контактировала с Коваленко-младшим для его привлечения под армянские знамена. Тем не менее, футболист решил выбрать сборную России, и вот как он объяснил свое решение. Это сложный вопрос, и решение было таким же сложным. Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период международной изоляции не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно. Как и в случае с Захаряном, Коваленко подвергся многочисленным нападкам в сети от армянских болельщиков, недовольных таким решением. Об этом рассказал сам футболист. Мне сейчас много всего пишут в соцсетях, называют предателем. Очень мне нравится такое читать. Людей можно понять, они хотят, чтобы я продолжал династию деда. Но мой дед играл за СССР, а не за сборную Армении. Как и в случае с Захаряном, я абсолютно уверен, что Коваленко не заслуживает того хейта, что он получает от армянских болельщиков. Он родился в Москве. Все свое образование, в том числе футбольное, он получил в России и обязан ей своими достижениями. Да и в отличие от Захаряна, он не понимает армянского языка и не похоже, что хочет его выучить. Нужно уважать позицию футболиста, решившего, что Россия ему ближе, чем Армения. Правда, тут есть одно большое отличие от ситуации Захаряна. Александр на данный момент даже близко не обладает талантами и способностями Арсена. Он не является одним из самых талантливых российских футболистов, а всего лишь один из многих неплохих футболистов местного чемпионата. Но что еще важнее, на его счету всего одна товарищеская встреча за Россию. То есть при желании он все еще может поменять спортивное гражданство и выступать за Армению. Другое дело, нужно ли это Армении и самому футболисту. Пример Тикнезяна показал, как успешно может повлиять на карьеру футболиста решение выступать за Армению. Мое личное мнение, что хоть Армении и нужен футболист на позиции Коваленко, но заново поднимать эту тему не нужно. Во-первых, сам футболист получит еще больше хейт теперь уже от российской публики. Во-вторых, объективно он сейчас на большом спаде и не является таким очевидным усилением, как это казалось еще год назад. Напомню, что вы можете выбрать героев для следующего выпуска в этой рубрике, указав фамилии этих футболистов в комментариях. Ну а я очень прошу вас помочь в распространении этого видео, поставив лайк, сделав репост и оставив комментарий в поддержку. Ну и подписаться не забудьте, чтобы не пропускать новые интересные видео на канале. До новых встреч!